Насколько мне известно, курить бросают по-разному. Бывает, срабатывает эмоция, злость, отчаяние, унижение от этой зависимости, возникшее отвращение к запаху, последствиям курения. Кто-то это сделал усилием воли, кто-то шаг за шагом, действуя по плану. У меня ничего такого не срабатывало, каждый раз после очередного бросания начинал снова, понимая, что, возможно, бросить уже не удастся никогда. Единственное, что заставляло не отступаться, это фраза Дона Хуана из Кастанеды: «Человек терпит окончательное поражение только тогда, когда отказывается от дальнейшей борьбы». Ну или по-нашему, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Не буду рассказывать, почему мне жизненно было необходимо бросить. У каждого своя история этой необходимости. Как-то я заболел ОРЗ. Вообще-то им можно не болеть в принципе, если соблюдать нехитрое правило. Читайте главу «Перепросмотр и ОРЗ». Но я пропустил момент заболевания и не предпринял необходимых действий. Я ушел в голодовку, лег на диван и принялся болеть. Разумеется, без таблеток. В таком режиме боления ОРЗ достигает кризиса через сутки-полторы. Пик температуры и так далее, выход в ремиссию. Потом еще потряхивает несколько дней, но это уже процесс восстановления после болезни, связанный с выводом токсинов. Самое интересное при этом было то, что я не хотел курить все 2,5 дня, пока не встал с дивана и не начал выздоравливать. К концу третьих суток возникло вначале психологическое желание закурить, а потом уже дошло и до дрожи в теле, обычная наркоманская ломка. Как всегда, ощущение разочарования и безысходности. Через несколько месяцев повторилось все то же самое. Я также пропустил момент, слег и, не раздумывая долго, снова ушел в голодовку, и все это время мне снова не хотелось курить. Вот тут я начал наблюдать за процессом, а почему, собственно, не хочется-то? Оказалось, что как только у меня возникает желание закурить, я вспоминаю свое расстройство по этому поводу, злость на себя за отсутствие силы с этим покончить. Настроение как бы падает в ноль и утягивает за собой желание закурить. Я уже вышел из болезни и стал экспериментировать. Как только возникает желание, я порчу себе настроение, и желание курить опять пропадает. Так прошел весь третий день, и я все еще не курил, хотя меня уже должно было выворачивать наизнанку. Через какое-то время я забывал о своем расстройстве, возникало воодушевление чего-нибудь сделать полезное или вдохновляющее. И вот тут снова возникало желание достать сигарету и закурить, обдумывая план выполнения. То есть я порчу себе настроение, и курить не хочется. Вообще. Через некоторое время опять воодушевление в предвкушении чего-то сделать, и тут же возникает реакция – желание закурить. На четвертый день я раз 30 отменял желание закурить буквально в один момент. Воодушевление, желание закурить, вгоняю себя в тоску, и в тот же момент желание исчезает. Я был потрясен, как такое возможно, как будто я нажимаю кнопки «включить-выключить». Получается, управление нашей психикой и телом просты, как управление электронным устройством. Но мы не то чтобы не знаем, где пульт управления, а не в курсе даже, что он вообще существует. И вот где-то посреди этой медитативной тоски мне представилась такая картина. В первый год курения я родил энергетического паразита и продолжил его вскармливать. Все эти годы он развивался, мужал и научился выбивать желание курить и высасывал из меня энергию во время курения. И сел он именно на канал воодушевления. Любая такая радостная мысль что-то сотворить, воплотить, умственное возбуждение, озарение тут же вызывали импульс желания закурить. И на следующем этапе почувствовать желанное втекание в организм никотина как получение заслуженного поощрения. Теперь я наблюдаю такую картину, когда я рассказываю другим, как на моем канале воодушевления сидел паразит и курил через меня. Большинство людей это моментально схватывают, но начинаются разногласия и сомнения, что паразит сидит не на канале воодушевления, а, например, на канале раздражения. Мол, они это не делают от расстройства, или наоборот, делают от радости. Но все это нюансы, которые можно теперь исследовать и разобраться в деталях. Главное – понимание того самого принципа, что лярва, зародившаяся и развившаяся во вполне осмысленное существо, сидит на этом канале, дрессируя человека как животное и как поощрение, впрыскивая в кровь порцию натурального наркотика, который она умеет с легкостью добывать при помощи нужной кнопки.
Конечно, понимание использования нас как биологического вида для питания может ввергнуть человека в уныние, но, как мы видим, оно же может стать и инструментом. Раз уж мы бессознательно однажды согласились быть существами для питания других существ, то теперь мы можем сознательно отказаться от такой участи. Вот это и есть акт эволюционного процесса, духовный рост, переход на следующую ступеньку развития. Итак, вгоняем себя в депрессию, сбиваем воодушевление, убеждаем себя в его бессмысленности, бац, и как следствие курить, аналогично пить или следовать какой-то другой вредной привычке или извращению уже не хочется. В общем, технология достаточно универсальная. Но если желание курить, например, не сидит на канале воодушевления, то нужно применять противоположную эмоцию той, что запускает механизм выполнения дурной привычки. Причем такую, чтобы она срабатывала быстро и четко, как автомат Калашникова. Задача может оказаться непростой, тогда придется искать варианты и вообще проявить смекалку. Но это того стоит. Скорее всего, если лярва будет сидеть не на канале воодушевления, то на гордыне, самоуничижении, раздражении, агрессии. На чем-то взрывном, поэтому для большинства в противовес как раз депрессия и сгодится. Просто убедительная мысль депрессия для каждого человека будет своя индивидуальная, в силу особенностей своей личности. Вы спросите, а для чего, собственно, все эти перепрятки с тоской? И для чего это лярве вообще нужно? Отвечаю, для лярвы это качественный способ высасывания жизненной силы, ведь с этого пристрастия ее можно снимать буквально постоянно. Курение – это максимальная зацикленность человека, а где зацикленность, там бакшиш, навар, цимус, проценты. Кроме того, каждой вредной привычке сопутствуют внутренние конфликты, конфликты с окружающими, необходимость защищать эту привычку, гордыня, болезни, которые она вызывает, и самое ценное – это боль. Боль – это самая концентрированная энергия, даже лучше, чем ужас. Зачем тогда тоску вызывать? А тоской мы нарушаем процесс кормления. Отсюда такая длительность отвыкания, ведь лярву нужно заморить голодом, убить существо, порожденное человеком-творцом. Поэтому не удивляйтесь, что лярва будет взывать к помилованию, к жалости, к материнским чувствам и вообще к человечности. Так что веселуха та еще. 100 раз пожалеешь, а стоит ли убивать такой источник удовольствия. И готовьтесь, лярва будет прибегать к шантажу и угрозам. Вот потому тоска тем и хороша, она нивелирует жалость к себе, страх и ложное сострадание к своему детищу. Разумеется, этот метод не единственный, подойдет не всем, но есть те, кто уже воспользовался им успешно. Аналогичный процесс мы наблюдаем, когда человек заедает проблему. В этом случае лярва садится на канал стресса, неурядиц, самогнобления и имеет питание как в процессе внутренних конфликтов, так и во время приема пищи. А поскольку она ненасытна, человек рвет пузо, пока не подорвет здоровье. А там уже и новое лакомство подоспело, болезни и много новых вкусных страданий и боли. В отличие от курения, я бросил пить, не напрягаясь, получив сразу же большое количество физической и ментальной энергии. А вот отказ от курения меня вывернул наизнанку. Я полгода был бледной тенью и сильно стал сомневаться во всех незыблемых для меня прежде устоях. Вообще стал мало что делать, и все это потому, что я день за днем, десятки раз на дню загонял себя в депрессию, каждый раз, когда возникало желание закурить. То есть каждое прежде воодушевляющее начинание я или вообще не делал, или начинал это делать медленно и печально, как вдова в трауре. Через некоторое время после такого загона возникают вопросы. А зачем так вообще жить? Какой смысл в такой жизни? Да нафиг мне эти перья и так далее. Аналогично, когда я первый раз сознательно ушел в голодовку, на третьи сутки возникли точно такие же мысли о бессмысленности существования, поскольку перестать есть – это отказаться от целого мира ощущений, действий, желаний, удовольствий. И вот по прошествии целой вечности, примерно 3 месяцев, после того, как бросил курить, я понемногу стал себе позволять радоваться, думать о будущих приятных начинаниях. И при каждом намеке на желание закурить сдерживал радость, накрывая сознание легкой вуалью тоски. И только где-то через полгода я себя почувствовал вполне живым. Все стало как раньше, но, конечно же, гораздо лучше. Не стану описывать все прелести, которые обрушиваются на человека после 25-летнего стажа, когда он бросает курить.
Многие талантливые психологи уже взяли на вооружение эзотерику, находят решение внутренних проблем и исцеление через регрессию, находя истоки болезней в раннем детстве, внутриутробном развитии и в воплощениях прошлых жизней. Обозначают наличие автономно действующего подсознания и даже других внешних воздействий на сознание, но наука стоит на страже и не дает возможности развивать эти темы, заставляя таких психологов ходить по лезвию бритвы. Поэтому не стоит ждать, что психология как наука в ближайшее время начнет развиваться, отталкиваясь от опытов, которые уже вовсю засвечивают энергетических паразитов, роящихся на человеке как виде.